Привет, друзья! Сегодня я вам покажу, как приготовить один из самых любимых и узнаваемых завтраков в Болгарии – принцессы. Да-да, вам не послышалось, именно те самые. Это блюдо знают всех, от маленьких до взрослых. Это просто, сытно и невероятно вкусно. И если вы ищете теплый домашний завтрак с болгарского настроения, то оставайтесь со мной. Как всегда, следите за руками и поехали! Я вам покажу традиционный способ приготовления принцесс. Нам нужно фарш. Я взяла свино-говяжий, и к нему нужно добавить одно яйцо. Если вы хотите, чтобы ваши принцессы были максимально традиционные, то на каждые 100 грамм фарша вам нужно одно яйцо. То есть, если вы берете, например, 200 грамм, то мы используем 2 яйца. Я взяла 100 грамм, поэтому добавляю всего лишь одно яйцо. В нашей смеси мы будем использовать лук, самый обычный репчатый лук. Нам нужно его нарезать мелко-мелко, как можете мельче. Мы нарезали лук, и посмотрите, я делаю вот такие движения, чтобы убедиться, что никакие большие кусочки не останутся. Посмотрите, насколько он мелкий получился, буквально вообще. Даже не знаю, миллиметр на миллиметр, скажем так. И теперь мы отправляем к нашему фаршу лучок. Для болгарских принцесс используется самый традиционный сыр под названием кашкавал. Но я знаю, что не у каждого он продается, ну и как бы он традиционный для Болгарии. Поэтому, если вы его все-таки не можете найти случайно в своих магазинах, вы можете его заменить с вашим любимым сыром, который твердый и который легко плавится. Это может быть гауда, это может быть киевский сыр или, например, моцарелла. Неважно, главное, чтобы он вам нравился. Этот сыр мы берем, и нам нужно его натереть на мелкую терку. Сыр я добавила уже к фаршу, и чтобы получить максимально, знаете, такой болгарский вкус, традиционный болгарский вкус, конечно, нам нужно добавить традиционные болгарские приправы. Это копченая паприка, чебрец и тмин. Тмин добавляем совсем чуть-чуть, ну буквально миллиграммчик. Теперь чебрец отправляем где-то пол-ложки, но можно чуть-чуть больше. Это, конечно, если вам нравится эта приправа. Паприку копченую где-то тоже такое же количество, как наш чебрец. И тмин. Я же говорила совсем чуть-чуть. Поэтому мы вот так берем, вот столько, буквально на кончики, и добавляем. Теперь нам все нужно перемешать до однородной консистенции. Ребята, я совершенно забыла по поводу соли. Конечно же, она нам нужна. Это же баланс вкуса. Соль мы добавляем по вашим вкусовых предпочитаниям. Я добавляю совсем чуть-чуть. Вот какая у нас консистенция получилась. Она не слишком сухая, она более, скажем так, влажная и податливая. Теперь мы будем приступать к приготовлению наших принцесс. Ну, собирание, собственно, их. Для наших принцесс я взяла вот такой мини-багет. Ну, потому что я хочу, чтобы мои принцессы были вот такие длинные. Но если вы этого не хотите, вы можете взять самый обычный батон. Вообще-то в Болгарии так и делаются принцессы. Самый обычный хлеб. Если вы сейчас спросите, а можно ли принцессе сделать с черного хлеба? Я вам отвечу так. Вообще в Болгарии нет черного хлеба. Это что-то очень редкое. То есть, если вы, например, в наших магазинах вы заходите на прилавках, и там миллион разных видов черного хлеба, то в Болгарии это может быть в самых больших супермаркетах можно найти один какой-то, и то будет не черный, а какой-то серый хлеб. Поэтому я не знаю,
какой вкус будут иметь принцессы с черного хлеба, потому что всегда мы его делали с обычного пшеничного хлеба. Теперь мы берем нож для хлеба, вот такой волнистый, и нам нужно разрезать наш мини-багет вот так пополам. Вот какой у нас хлебушек получился. И теперь нам нужно его намазать сливочного масла. Главное, берите более такое мягкое сливочное масло, чтобы оно хорошо распределилось по нашего хлеба. Масло должно быть комнатной температуры и очень тонкого слоя. Хлеб уже намазали, и теперь нашу смесь мы отправляем сверху нашего хлебушка. Вот таким образом. Вот так по чуть-чуть. Где-то толщина должна быть полсантиметра. Ну, конечно, если вы хотите больше мяска, можете добавить больше. Традиционно принцессе приготавливается на парти-гриле. Это вот такая мини, даже не знаю как назвать, мини-духовочка с одного реатана. И вот у него есть противень, который на такая съемная ручка поднимается и снимается. Короче, я не знаю как объяснить. Вот здесь картинка на этот парти-гриль. Это очень популярно было в 90-х годах в Болгарии. И тогда так делается в принцессе. Но следующий способ, который можем приготовить в принцессе, это, конечно же, духовка. И поэтому нам нужно их отправить в противень и оставить в духовке, чтобы они подрумянились и приготовился фарш. Ну, где-то 5-7 минут. Все зависит от вашей духовки. Я буду запекать при 200 градусах. И хотела вам показать, прежде мы их ставим, чтобы они чилили в духовке, как они получились. Посмотрите, насколько они красивые. И после духовки они станут еще более интереснее и золотистые. Ну, подрумянятся. Все, отправляем, чтобы они готовились. Наши принцессы готовы. Посмотрите, насколько они подрумянились. Но знаете, я на том мнении, что даже если вы готовите дома, оно должно быть, знаете, как в ресторане. Поэтому у меня есть вот такие перышки молодого зеленого лука. Нарезаем мелко. И посыпаем сверху наши принцессы. И еще я купила вот такое растение, я не знаю, что это, но мне просто понравилось его фиолетово-зеленые цвета. Поэтому сейчас мы возьмем, украдем от него вот такие листочки, и так красивенько мы их будем располагать на нашей принцессе. Наши принцессы готовы, и давайте вместе с вами на них посмотрим поближе. Приходите! Ребята, наши принцессы уже готовы, и посмотрите, насколько они сексуально смотрятся. Но я уверена, что они вам очень-очень сильно понравились. Ну давайте мы их сейчас попробуем, потому что они просто бомбически пахнут. Берем и пробуем. Очень вкусно. Наши принцессы получились очень вкусные. Хрустящий хлеб, ароматная начинка. Это просто магически вкусно. И я уверена, что если вы их попробуете, они станут вашим постоянным гостем на столе. Если вам понравилось сегодняшнее видео, то обязательно ставьте лайки. Если нет, дизлайки. Для меня это очень важно. Все, ребята, пока!